Помощь! Помогите! Итак, остаются считанные дни до выхода самой ожидаемой РПГ последних лет. Ведьмак 3: Дикая охота. Такими громкими проектами игровая индустрия радует нас раз в несколько лет, поэтому мы решили как следует отпраздновать приход третьего Ведьмака. Огромный сюжет с впечатлениями от игры придется еще чуток подождать. Я не могу выйти прямо сейчас. А пока давайте отправимся в Польшу на грандиозную презентацию Ведьмака, тем более, что она была, очень атмосферной. Нас вывезли на окраину Варшавы, где местные реконструкторы замутили целое селение, развлекательный комплекс и ресторан, который с радостью открывает двери для всех желающих, особенно когда перед ними стоит сам Геральт. Само заведение посвящено тематике северных народов, и на этот вечер в наших умах оно превратилось в такое небольшое селение на островах Скеллиге. После того, как местный ярл встретил Геральта у ворот со своей свитой, он по-братски его обнял и попросил всех присутствующих пройти в его резиденцию, где слуги уже накрывали столы для пиршества. Hey, they all has no drink! Artyma, in the name of Skellige, to all of you, go! После небольшой вступительной речи в кабак завалилось несколько воинов, и они начали выяснять отношения, как это, в общем-то, обычно и происходит в Ведьмаке. Ну а Ярл мудро посчитал, что споры лучше решать на улице. Все это плавно перетекло в демонстрацию разных видов сражений с разными оружиями и разными комбинациями тактик. Warriors of Skellige, Sons of Honor. Everyone against everyone. One deal and one, the single combat. Ну а после зрители и гости смогли поучаствовать в самых разных активностях, связанных с культурой северных народов, которые включали в себя лепнину глиной, вязание, кузнечное дело, стрельбу из лука и метание топоров. Раскочегаривать кузницу было довольно интересно, но я быстро понял, что кузнечное дело не мое, так же как и вязание с лепкой глины. А вот стрелять из лука и метать топоры у меня как-то получилось совершенно естественно. Видимо, говорит генетическая память предков, потому что у наших заокеанских коллег с этим были явные проблемы. Вообще за ними довольно весело было наблюдать, потому что им наша культура явно абсолютно чужда кухня, и нужно было, в общем, видеть, с какой настороженностью они пробовали соленые огурцы. Помимо агрессивных активностей, можно было еще спокойно сесть и в абсолютно аутентичном антураже поиграть в кости, что я, собственно, и сделал, и тоже, опять же, с первого раза победил.
За каждую победу в активностях давали орины, на которые в местном трактире вдоволь можно было накупить медовухи, причем самый-самый разный. Словив хорошее настроение, можно было уже расслабиться и отправиться общаться с коллегами и, конечно же, Трис, Цири и Геральтом, которых, собственно, я мгновенно узнал, потому что это были наши русские модели с Игромира. Они настолько понравились авторам, что они вот их теперь везде возят. Это видео, поэтому можно пить пиво. Не нужно. Нужно, да? Вот так. Так, на видео. Все, Все добавили? готово. Нифига вы наставили тут. Нормальные хэштеги нужные. Нужны, да. Больше еще хэштегов на моей стене. Немножко рукоятка обломалась. В Игромире подошла девушка, она говорит, можно подержать? Я говорю, конечно. Фотографировала, поставила и пошла. Но это прям аналоговые руны один в один, которые делали. В общем, когда все напились, все стало значительно веселее. Выяснилось вдруг, что тот самый Ярл на самом деле прекрасно говорит по-русски, является председателем байкерского клуба Польша и общается с нашими реконструкторами из клуба Серебряный Волк. Ну, в общем, пошли откровения. А сколько лет ты тратил? И Геральт такой сидит, плачет. Ну а закончилось все фаер-шоу и неожиданным выступлением группы Персиваль, той самой группы, которая помогала в записи саундтрека к третьему Ведьмаку. И их выступление было просто чумовым, я даже купил пару дисков, действительно очень талантливая фолк-группа. Их музыка действительно придала саундтреку Ведьмака очень такой оригинальный оттенок. В общем, огромное спасибо CD Projekt за такой сюрприз. Мы отлично провели время, очень атмосферно и антуражно. И это была лишь заключающая часть презентации Ведьмака 3 Дикая Охота. До этого мы двое суток провели в офисе CD Projekt, играли в игру аж 12 часов, записали кучу эксклюзивных геймплейных кадров. Собственно, все они легли в основу нашего эксклюзивного предварительного обзора, который получился аж на час и очень-очень скоро появится на канале. Его обрабатывает YouTube, а премьера будет на моем канале Twitch TV. Подписывайтесь. Помимо того, чтобы играть 12 часов, мы еще очень много общались с разработчиками, бродили по студии, хотя вот этот последний пункт выглядел достаточно комично. Они все еще работают над игрой, у них все супер секретно, там третий этаж студии вообще полностью отведен под Киберпанк 2077, туда не пускают, и в общем это скорее была экскурсия по коридорам и переговоркам. Но это все равно нисколько не огорчило. Все мы уже миллион раз видели офисы разработчиков. Ничего в них интересного нет. Гораздо важнее, чтобы поиграли в игру. На этом все. Спасибо, что смотрели. Если понравилось, ставьте лайки. Если уж совсем понравилось, не забудьте поддержать наш проект. Как я вам и обещал, по Ведьмаку происходит очень много движухи, очень приятный. И не все карты еще легли на стол. Будут сюрпризы. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Мы действительно вложили в эти сюжеты очень много сил. Мы увидимся в ближайшие часы на предварительном часовом обзоре. Да не, я не ведьмак, у нас тут все такие крупные с двуручниками наперевес. Дальше у нас по плану Стена Славы, пройдемте. Это что? Да так, мелочь. Суперкомпьютер, на котором Ведьмак 3 запущен на ультра настройках, ну я думаю, мы к релизу еще успеем оптимизировать. Все связанное с Ведьмаком мы бережно храним в этом стеллаже. Саундтреки, например.
игры сами. Есть и более редкие экземпляры, например, та коллекционка со сбитым бюстом Пушкина. Говорят, даже книги какие-то по мотивам игры выпускали. Вот, все это здесь хранится. Все версии есть. Ведьмак тебя на любом языке проклянет. На английском, на польском, на русском, даже на японском. Не знаю, как мы будем использовать переговорочную после релиза. Обычно здесь перенос игры обсуждался. Так-то, в принципе, если кровь с пола отмыть, можно в аренду сдавать. После успешного релиза всем сотрудникам вот по такому телефону подарили. Хотя, конечно, размер может показаться немного непрактичным. А когда уже будет что-нибудь интересненькое? Я ему самый большой в мире ведьмачий телефон показываю, а ему, значит, неинтересненько. Вон Антошка снимает и доволен вроде. Да, вообще все самое интересное там начинается. Там пытошная, комната сканирования обнаженных девушек для игры. Но, к сожалению, чтобы попасть туда, вам придется драться со мной. Давай, кто посмелее, Антон? That's what I paid for. Yeah, that's what it was.